Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами разберем вот такой интересный теневой узор. Это узор из книги Tudor Roses от Элис Стармер. Мы уже вязали два узора, и вот как я заметила, каждому узору дается имя, наверное, имя члена королевской династии. Я не знаю истории королевской династии, но узоры назывались Маргарет Тюдор и Анна Клевская. А этот узор называется Елизавета Юрская. Вот как это интересно. Мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Татьяны П. Она прислала к нам свою просьбу в комментариях на Яндекс.Дзен, попросила разобрать этот узор. Сам по себе узор несложный, но здесь лицевые и изнаночные петли чередуются в каждом ряду. Узор требует внимания. Постоянно нужна схема перед глазами. И то это на первых порах. И когда я посмотрела схему этого узора, 36 петель раппорт в ширину и 48 рядов в высоту, и вот чередование этих лицевых изнаночных петель, схема симметрична относительно вертикальной оси и относительно горизонтальной оси. Я поняла, что никто не будет смотреть до конца видео всего этого урока, потому что вязание однообразное получается. Достаточно понять принцип вязания и самое главное, вот как вязать вот эти вот непонятные обозначения. Я решила сделать так. Я сниму видео, где объясню узор и покажу, как его вязать на примере нескольких рядов. Вот. И самое главное, вот показать, как вяжутся эти обозначения. И видео будет не длинным, и вам будет понятно. Я думаю, вы со мной согласны. Коротко пробегусь по схеме. Как я уже сказала, 36 петель, 48 рядов. На схеме все условные обозначения показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. Эта схема удобна для вязания по кругу. По кругу, как в японских узорах, мы вяжем, читая схему, читая все ряды справа налево, и вяжем все ряды как лицевые. Но на схеме показано еще и для поворотного вязания вот ряды. Когда мы поворачиваем работу, провязав лицевой ряд наизнанку, то получается, что мы будем вязать уже условное обозначение, читая наоборот. Пустая клеточка – это у нас лицевая петля. В изнаночном ряду мы будем вязать ее изнаночный ряд. И, соответственно, изнаночную петлю в изнаночном ряду мы будем вязать лицевой. Это просто пару рядов провязать, и уже будет понятно. В общем, мне кажется, тут больше объяснять нечего. Давайте начнем. У меня на образце связан один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. И сейчас я буду продолжать вязание. И уже мы увидим, как будет смотреться узор, когда будет еще несколько рядов провязано в высоту. Итак, вы набираете на спицы 36 петель плюс 2 кромочные, 38 петель. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И сразу в первом лицевом ряду у нас уже идут условные обозначения непонятные. Вот после кромочной провязывается шишечка. За переднюю стенку вяжем лицевую петлю, делаем накид. Петлю с левой спицы не снимаем, снова провязываем петлю и делаем накид. Снимаем петлю с левой спицы, кромочную убираем. У нас вот 4 петли мы провязали, из одной вывязали 4. Теперь первые 3 петли мы накидываем на накид, на последнюю петлю. Вот такая вот незамысловатая шишечка у нас получается. Я думаю, что в этом узоре можно шишечки провязать как угодно, любым способом. Хотите крючком, хотите спицами из нескольких петель. В общем,
Ну, как угодно. Ну, здесь показано так. Далее вяжем 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая. И подошли к непонятным условным обозначениям. Провязываем 2 изнаночных, рабочую нить выводим перед работой, возвращаем эти петли 2 провязанные на левую спицу, обвиваем их рабочей нитью. Снова возвращаем на правую спицу, обвиваем сзади рабочей нитью и возвращаем на левую спицу и обвиваем спереди рабочей нитью. Возвращаем петли на правую спицу. Вот такое обвитие. Кто с нами вяжет японские узоры, часто там встречается обвитие, где мы эти 2 петли снимаем на дополнительную спицу и обворачиваем против часовой стрелки столько раз, сколько требует узор. Но здесь перевод показан так, что вот несколько раз перебрасывается со спицы на спицу. Следующие 2 петли вяжем точно так же. Провязываем 2 изнаночных, нить перед работой, перекидываем петли на левую спицу, обворачиваем их рабочей нитью, перекидываем петли на правую спицу, обворачиваем рабочей нитью, перекидываем на левую спицу, обворачиваем рабочей нитью и возвращаем на правую спицу. Далее шишечка. Из петли на левой спице вывязываем лицевую, делаем накид, лицевая, накид. Снимаем петлю с левой спицы и накидываем 3 петли на последнюю. Вот такая шишечка. И снова дальше 2 изнаночных, нить перед работой, обвиваем, возвращаем, обвиваем и возвращаем на правую спицу. И следующие 2 петли точно так же. Вот как выглядят вот эти условные обозначения, как они провязываются. И далее у нас будет 1 лицевая, изнаночная, 4 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных. Вяжем второй изнаночный ряд. Не забываем, что мы читаем условные обозначения наоборот. 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая, 19 изнаночных. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Третий лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевых, 13 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых.
4 изнаночный ряд, лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 13 лицевых, 3 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Пятый лицевой ряд, лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 21 лицевая, 3 изнаночных, 2 лицевых и 2 изнаночных, 6 изнаночный ряд, 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевых, 7 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Вот отсюда мы начали вязать. Провязали 6 рядов. И я думаю, что вам понятен принцип вязания. Давайте вот пару рядов еще провяжем, наверное, и закончим. 7 лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 8 лицевых, 2 изнаночных, лицевая, 1 раз, 2 изнаночных, лицевая, 2 раз, 2 изнаночных, лицевая, 3 раз и еще раз вяжем 2 изнаночных. Далее 8 лицевых, 2 изнаночных и 2 лицевых в конце ряда. 8 изнаночный ряд, лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 6 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 3 изнаночных в центре, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 6 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот отсюда мы провязали 8 рядов. Я думаю, достаточно вам, чтобы понять, как вязать этот теневой узор.
Очень интересно смотрится, безграничная фантазия, какие узоры только не придумают вот из лицевых и изнаночных петель. Я думаю, что вы поняли принцип, и теперь без труда уже этот узор свяжете самостоятельно. Ставьте лайки, если вам узор понравился, если вы со мной согласны. Пишите комментарии. Давайте скажем спасибо Татьяне П. за идею мастер-класса. Подписывайтесь на нас, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. И приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.